Мы живем на удивительной планете. Настолько удивительной, что само ее существование уже маленькое чудо. Но в суете повседневности мы почти перестали это замечать. Каждое утро мы просыпаемся, листаем сообщения, спешим по делам, переживаем о вещах, которые завтра уже не будут иметь значения. Нам кажется, что все важное происходит в эти минуты. В новостях, в счетах, в рабочих чатах. А тем временем над нами тихо плывут облака, сформированные из воды, которые миллиарды лет путешествуют между океанами и небом. Под нами каменная кора, пережившая рождение планеты, удары астероидов, огонь, ледниковые эпохи. В легких — воздух, состав которого сформировали древние микробы, жившие задолго до динозавров. Мы бежим, торопимся, спорим, раздражаемся и почти никогда не поднимаем глаза, чтобы увидеть, куда мы вообще поставили свою ногу. А мы стоим на мире, который пережил столько, что сама мысль об этом способна заставить замолчать даже самого тревожного человека. Это место не просто Земля. Это единственная известная точка во Вселенной, где материя научилась чувствовать, думать, мечтать. Где хаос дал жизнь. Но мы забыли об этом. Мы стали видеть только заботы, а не планету под ногами, только проблемы, а не само чудо существования. И именно ради этого, ради напоминания, стоит на минуту остановиться и увидеть мир заново. Увидеть, где мы живем, понять, откуда мы пришли. И почувствовать, насколько невероятна та реальность, которую мы привыкли считать обычной. И сейчас давайте вернемся назад. В то время, когда не было ни неба, ни лесов, ни океанов, ни людей, ни даже самой идеи жизни. В самое начало истории нашего дома. Представьте себе бесконечную тьму, где нет времени, звезд, движения и даже самой идеи жизни. Только холодный космос, наполненный молчанием и плавающий в нем пылью давно умерших звезд. Именно из этого пепла, из обломков миров, которые сгорели задолго до нашего рождения, возникло все, что мы сегодня называем домом. Земля. Обычная на вид планета, затерянная у маленькой желтой звезды на краю галактики. Но ее история — это история невозможного. История о том, как хаос однажды создал порядок, как разрушение породило жизнь, а случайные совпадения привели к появлению существ, способных осознавать свое собственное существование. 4,5 миллиарда лет назад наша планета была лишь частью вращающегося кольца огненной пыли вокруг молодого Солнца. Это было время, когда пространство напоминало гигантскую лабораторию, где законы физики проводили свои безжалостные эксперименты, сталкивая будущие миры и уничтожая их еще до того, как они успевали сформироваться. Там, где сегодня плавают облака, тогда кипела расплавленная порода, а звуки были не нужны, все говорил сам огонь. Земля не должна была выжить, не должна была стабилизироваться, и уж тем более не должна была стать домом для существ, которые научатся задавать вопросы о своем происхождении. Но все сложилось иначе. Между бесконечным количеством возможностей именно эта цепочка событий оказалась той единственной, что подарила миру нас. И если бы хотя бы один элемент, одно столкновение, один выброс лучей, одна орбита изменился на миллиметр, история Земли пошла бы совершенно другим путем. Или не пошла бы вовсе. Сегодня мы видим наш мир как нечто само собой разумеющееся. Леса, океаны, горы, дыхание ветра. Но за каждым из этих явлений стоит борьба миллионов лет, когда планета не просто формировалась, она выживала. И в этой борьбе появилось то, что мы называем жизнью. Хрупкое, требовательное к условиям, но способное превращать камень в почву, пустоту в смысл, а случайность в цивилизацию. Это фильм о Земле, о том, как она возникла, как устроена и почему ее существование до сих пор остается одной из величайших загадок Вселенной. Когда смотришь на Землю с орбиты, возникает странное чувство, будто все это слишком идеально, слишком гармонично, чтобы быть случайностью, слишком продуманно, чтобы быть следствием хаоса. Но так ли это? И главное,
Почему именно эта планета оказалась той самой среди триллионов холодных и горячих миров? Земля начиналась как обычный кусок камня, вращающийся среди миллиардов таких же. Ничего особенного. Но уже тогда судьбу планеты определяла первая цепочка совпадений. Она возникла в зоне, где тепло Солнца не сжигает поверхность, но и не замораживает ее. И невольно задаешься вопросом, что, если бы ее орбита была всего на пару процентов ближе? Мы бы получили раскаленную Венеру, мир под потолком из ядовитых облаков, где температура плавит металл. Что, если бы дальше? Получился бы Марс, маленькая остывшая пустыня, где однажды, возможно, была вода, но жизнь так и не смогла удержаться. Тогда почему Земля оказалась именно там, где нужна? Случайность? Или результат долгой слепой игры гравитации? Хороший вопрос. Но он лишь первый из десятков. Масса Земли тоже выглядит подозрительно правильной. Чуть меньше, и атмосфера улетела бы в космос, оставив планету без защиты, как на Марсе. Чуть больше, и гравитация удержала бы слишком много газов, превратив ее в удушливый газовый ад. Почему все получилось так тонко? Почему эта планета получила ровно столько воздуха, сколько нужно, чтобы будущие организмы могли дышать? Сердце Земли, жидкое железное ядро, работает как гигантский генератор, создающий магнитное поле. Оно отклоняет смертельные солнечные лучи, от которых поверхность Меркурия и Марса не защищены. А как насчет вращения? Почему сутки ровно 24 часа? Что было бы, если бы Земля вращалась быстрее? Не превратилась бы она в мир ураганов со скоростями, разрывающими океаны? Это вы обязательно узнаете, но чуть позже. Самый удивительный элемент — Луна. Огромный спутник, возникший после столкновения, которое должно было разрушить Землю. Почему он не уничтожил ее? Почему обломки не улетели в космос? Почему они сложились в идеальную гравитационную балансную систему? И главный вопрос — что было бы, если бы Луны не существовало вовсе? Без нее Земля качалась бы на своей оси, как корабль в бурю. Климат менялся бы хаотично, температуры — безумными скачками. Эволюции просто не хватило бы стабильности, чтобы построить что-то сложнее бактерий. Когда перечисляешь все это — расстояние до Солнца, массу, атмосферу, магнитное поле, вращение, Луну — нельзя не спросить: какова вероятность, что один единственный мир получит все это одновременно? Один шанс на миллион, на миллиард или еще меньше? Ответ начинает формироваться там, где раскаленная планета впервые начала остывать. Поверхность постепенно затвердела, образуя кору, но внутри по-прежнему бушевало море огня. Вулканические выбросы заполняли атмосферу водяным паром, углеродом, азотом и аммиаком, смесью, которая однажды станет основой биологических процессов. Но тогда это были просто газы, поднимающиеся из глубин, где физика и химия переплавляли прошлое планеты в ее будущее. И вот произошло событие, которое трудно представить сегодня. Прошел первый дождь. Он длился не часы и не дни, он длился тысячи лет. Небо, перегруженное водяным паром, проливалось на раскаленную поверхность непрерывными потоками кипящей жидкости. Капли воды падали на горячие камни и мгновенно превращались в пар, пока в какой-то момент этот круговорот не нарушил критическую черту. Поверхность остыла настолько, что вода смогла задержаться. Она не испарялась мгновенно. И тогда началось то, что сформирует судьбу планеты — Первый океан. Но откуда взялась сама вода? Сегодня кажется, что истина скрыта где-то между этими версиями. Часть воды была рожденной из недр, часть — принесенной на ледяных ядрах космических путешественников. Что удивительнее всего, без этой смеси источников химический состав океанов был бы другим, а значит и химия жизни другой. Возникает невольный вопрос: насколько хрупок тот единственный рецепт, который в итоге сработал? Когда океаны распространились по поверхности, Земля все еще оставалась враждебной. Молнии беспрерывно рассекали небо, ультрафиолетовые лучи пробивали плотные облака, вулканические газы создавали среду, насыщенную энергией.
И именно в этой буре, в этой первобытной кухне началось самое странное превращение из всех, что когда-либо происходили во Вселенной. Мертвые элементы начали объединяться в структуры, способные действовать как живые. Первые органические молекулы, аминокислоты, нуклеотиды, липиды появились не из чудес, а из сочетания энергии и химии. Но само их появление вызывает удивление. Как мог хаос привести к тому, что атомы выстраиваются в последовательности, хранящие информацию? Что заставило первые цепочки соединений не просто возникнуть, а начать повторять себя? Ведь повторение — это уже шаг в сторону жизни. Некоторые ученые считают, что в основе первых реакций лежали глубокие океанические жерла, гидротермальные источники, где кипящая вода взаимодействовала с минералами и металлами, создавая естественные реакторы. Другие предполагают, что все началось на поверхности, в мелких теплых водоемах, где ультрафиолет играл роль катализатора. Возможно, истина опять же скрыта между версиями. Но как бы это ни произошло, одна реакция повторилась, затем еще одна, потом цепочка, сеть, и вдруг хаос начал организовываться. Простые молекулы образовали структуры, которые могли хранить след о самом себе. Это было начало биологической памяти. Первый намек на то, что мир способен не просто существовать, но и учиться. А за этой памятью вскоре появилось главное чудо — ДНК. Молекула, которая объединяет всю жизнь на Земле и хранит историю каждой клетки. Но как она появилась? Почему именно такие соединения стали фундаментом жизни? Почему именно эта химическая архитектура оказалась способна выдержать миллиарды лет изменений? Жизнь не возникла внезапно. Она не появилась из пустоты. Она выросла из бурлящей стихии молодого мира, из воды, камня, огня и света. Из реакций, которые по отдельности хаос, но вместе шаг к разуму. Так вселенский случай начал превращаться в закономерность. И Земля, еще недавно похожая на ад, стала лабораторией, где впервые появилось то, что изменит всю историю космоса — живая клетка. Когда в древних океанах появились первые органические молекулы, путь до настоящей жизни все еще был огромным. Аминокислоты, липиды, простые цепочки углерода — все это было стадией подготовки. Настоящий прорыв произошел тогда, когда молекулы впервые научились хранить информацию и копировать себя. И именно здесь начинается история ДНК, структуры, которая определяет все живое на Земле. Вначале, вероятно, была не ДНК, а ее более простая предшественница — РНК. Это удивительная молекула. Она умеет и хранить информацию, и действовать как катализатор химических реакций. Ученые называют это миром РНК. Молекулы РНК могли случайно складываться в цепочки, которые повторяли самих себя. Не идеально, с ошибками, но достаточно, чтобы запустить эволюцию. Липидные пузырьки, образующиеся в теплой воде, стали естественными контейнерами, внутри которых химия защищалась от хаоса окружающего океана. Эти пузырьки, протоклетки, случайно захватывали цепочки РНК, и внутри них начиналась замкнутая химическая жизнь. Сегодня это кажется невероятным. Простая структура из жира могла стать первым домом для будущей биологии. Но почему ДНК стала главным носителем информации? Потому что она стабильна. Удивительно стабильна. ДНК выдерживает миллионы лет, не распадаясь. Она способна хранить гигантские объемы данных. 1 грамм ДНК теоретически может содержать больше информации, чем все сервера планеты. В какой-то момент жизнь поняла, что ДНК — идеальный архив, а РНК — отличный рабочий инструмент. Так появилась система, которая до сих пор действует в каждой клетке любого живого существа. ДНК хранит инструкции, РНК передает их, белки выполняют. Это было революцией. Первая настоящая клетка с мембраной, геномом и внутренними химическими механизмами стала точкой, с которой Вселенная впервые обрела возможность эволюционировать сознательно. И самый удивительный факт. Вся жизнь на Земле,
от бактерий до человека, создано по одному и тому же коду, одним языком, одной системой. Это значит лишь одно: у всех нас был один общий предок, первая клетка, жившая 3,5–4 миллиарда лет назад. Почему возникла именно такая молекула? Почему именно эта комбинация атомов стала основой жизни? И почему она оказалась самой устойчивой информационной системой во Вселенной, известной на сегодняшний день? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Но одно ясно точно. Появление ДНК было моментом, когда химия превратилась в биологию, а природа впервые создала инструмент, позволяющий миру помнить, изменяться и усложняться. Есть одна мысль, которая одновременно пугает и завораживает. Элементы, из которых состоит наше тело, появились задолго до Земли, задолго до Солнца, задолго даже до появления самой галактики в том виде, в котором мы ее знаем. Мы привыкли воспринимать себя как часть мира вокруг, часть планеты, природы, биологии. Но правда глубже. Каждая клетка нашего тела хранит в себе историю событий, которые произошли в самых ранних эпохах Вселенной. После Большого взрыва Вселенная состояла почти полностью из водорода и гелия. Никакого углерода, никакого азота, никакого железа, из которого позже появится кровь. Ничего, что могло бы стать строительным материалом для жизни. Как будто сама природа сначала создала черновик и только потом приступила к настоящему проекту. Все тяжелые элементы появились внутри звезд. Там, в их раскаленных ядрах, атомы сталкивались с такой силой, что рождали новые элементы. Звезда становится фабрикой, которая миллиарды лет варит компоненты будущих миров. Но самое главное происходило не во время ее жизни, а в момент смерти. Когда массивная звезда исчерпывает свое топливо, она коллапсирует и взрывается как сверхновая. Это взрыв, сила которого сравнима с яркостью всей галактики. В этот миг рождаются самые важные элементы биологии. Углерод – основа ДНК и всех органических молекул. Кислород – будущий воздух и вода. Азот – язык, на котором говорит наша генетическая информация. Фосфор – материальная основа энергии каждой клетки. Железо – металл, который однажды станет частью крови. И вот что особенно удивляет. Каждый атом железа в вашем организме когда-то был частью звезды, погибшей в колоссальном взрыве. Каждый атом кальция в ваших костях – это пыль древней сверхновой. Каждый атом углерода в вашей коже когда-то составлял сердце светила, которое умерло, чтобы его вещество однажды стало частью вас. Вселенная будто бы собирала набор деталей для жизни по крупицам миллиарды лет, через цепочку рождений и смертей звезд. Только после этого газ и пыль смогли объединиться в облако, из которого сформировались Солнце, Земля и все, что мы видим сегодня. И вот главный момент, который сложно осознать до конца. Если бы до рождения Земли не взорвались десятки, а возможно сотни звезд, нас бы здесь не было. Ни одного человека, ни одной бактерии, ни одной молекулы ДНК. Жизнь — это результат не только химии и эволюции, но и древней космической драмы, где каждая вспышка сверхновой — это акт рождения будущих миров. Мы говорим «мы — дети Земли», но это не вся правда. Мы — дети звезд. В самом прямом материальном смысле. И тогда возникает логичный, но пугающе красивый вывод. Если жизнь на Земле родилась из звездной пыли, значит, где-то там, среди миллиардов миров, те же процессы могли повториться. А значит, мы, возможно, не единственные. Следующая глава о самом загадочном. Почему физические константы выглядят так, будто Вселенная была специально подстроена под рождение жизни? Если посмотреть на Вселенную внимательнее, возникает странное чувство, будто все вокруг собрано слишком точно. Как будто кто-то выставил настройки, прежде чем нажать кнопку «Старт». Речь не о мистике, а о том, что подтверждает сама наука. Все в нашем мире работает благодаря нескольким числам: силе тяжести, скорости расширения Вселенной, тому, как держатся вместе атомы, как светит Солнце, как образуется химия. И вот что удивительно.
Если бы каждое из этих чисел было хоть чуточку другим, жизни бы не было вообще. Например, если бы гравитация была чуть слабее, звезды не загорелись бы. Вселенная была бы темной и холодной. Если бы она была чуть сильнее, звезды жили бы так мало, что у жизни просто не хватило бы времени появиться. Если бы атомы держались менее устойчиво, не было бы молекул. Значит, ни ДНК, ни воды, ни воздуха, ни вас. Если бы Вселенная расширялась быстрее, галактики не успели бы сформироваться. Медленнее, и она схлопнулась бы обратно в первые секунды. И все это не миллиметры, а мизерные доли, настолько маленькие, что сложно даже представить. Кажется странным, но факт остается фактом. Мы живем в мире, где все собрано как надо. Слишком точно, чтобы проходить мимо этого вопроса. Почему так? Случайность? Особенность нашей Вселенной? Или мы просто живем в единственном удачном месте среди бесконечного количества неудачных? Никто не знает. Но ясно одно. Жизнь возможна только потому, что Вселенная попала в удивительно узкий диапазон условий. Следующая глава о том, как же наша Земля не умерла много раз и что ей помогало остаться в живых. Если сегодня посмотреть на Землю, зеленую, теплую, спокойную, трудно представить, что большую часть своей истории она балансировала на грани смерти. Наш мир не был стабильным раем. Наоборот, жизнь здесь появлялась, исчезала, рождалась снова, и несколько раз планета стояла настолько близко к полному уничтожению, что от будущего человечества не осталось бы даже намека. Первое великое испытание началось, когда Земля еще была молодой. В глубинах океанов только-только зарождались первые микробы, и вдруг кислород стал заполнять атмосферу. Звучит странно, ведь мы дышим кислородом, но для ранней жизни это был яд. Великая кислородная катастрофа уничтожила почти все живое, оставив лишь тех, кто смог адаптироваться. Парадоксально, но это массовое вымирание открыло путь к сложной жизни. Без него не было бы ни растений, ни животных. Следующее испытание было куда страшнее. Ученые называют его периодом Земля-снежок. Однажды планета настолько сильно остыла, что льдом покрылись не только полюса. Лед заковал всю Землю до самого экватора. Представьте мир, где океаны — гигантская замерзшая глыба, а Солнце едва отражается от белой пустыни. Жизнь оказалась буквально подо льдом. Лишь немногие микроскопические организмы смогли пережить эту планетарную зиму, прячась в горячих подводных источниках. Если бы похолодание затянулось немного дольше, биология могла исчезнуть навсегда. Но Земля выжила, только чтобы столкнуться с новым кошмаром. В позднем палеозое гигантские вулканы начали извергать столько лавы и газов, что атмосфера превратилась в яд. Температура подскочила, океаны закисли, уровень кислорода упал. Это событие называют Пермским вымиранием, самым тяжелым в истории. Умерло 96% морской жизни и 70% наземной. Это был настоящий конец света. И никто до конца не понимает, как вообще что-то выжило после этой катастрофы. А затем самый известный удар. 66 миллионов лет назад астероид размером с гору врезался в Землю со скоростью пули. Взрыв был мощнее миллиарда ядерных бомб. Небо загорелось, леса вспыхнули, на планету обрушилась вечная ночь, а спустя годы — холод. Динозавры исчезли. Почти вся крупная жизнь погибла. И снова только маленькие существа, скрывающиеся под землей и в воде, смогли пережить удар. И вот что удивительно. Каждая из этих катастроф, каждая попытка природы стереть жизнь с лица планеты помогла ей стать сложнее, умнее, разнообразнее. Не было бы кислородной катастрофы, не было бы многоклеточных. Не было бы ледникового ада, не появились бы первые сложные экосистемы. Не было бы астероида, не возникли бы мы. Земля почти умирала много раз, но именно эти катастрофы сделали ее такой, какой она стала. Миром, где жизнь умеет не только выживать, но и удивлять.
Если посмотреть на нас сегодня, на города, технологии и культуру, трудно поверить, что все началось с крошечных существ, которые миллиарды лет жили в темноте океанов. История появления человека — не прямая линия, а цепочка невероятных случайностей, катастроф и поворотов, без которых нас бы просто не существовало. Началось все с того, что одна клетка когда-то проглотила другую. Казалось бы, обычное столкновение в микроскопическом мире. Но это событие стало новым уровнем сложности. Проглоченная клетка не была переварена, она превратилась в энергетическую станцию внутри другой клетки. Так появились первые сложные организмы. И этот шаг оказался фундаментальным. Без него не было бы ни растений, ни животных, ни человека. Затем, спустя сотни миллионов лет, жизнь вышла на сушу. От крошечных рыб, осторожно выбирающихся из воды, произошли амфибии, затем рептилии, затем млекопитающие. Но и здесь все могло остановиться. Динозавры правили Землей больше 150 миллионов лет. Человек просто не имел шансов появиться рядом с ними. И только удар того самого астероида освободил путь для новых существ. Млекопитающие уцелели. Среди них маленькие ночные зверьки, которые прятались в норах и ели все подряд. Именно они стали нашими далекими предками. Сначала приматы. Затем существа, которые начали становиться все умнее. Их мозг рос, зрение улучшалось, хватательная рука позволяла манипулировать предметами. Но главное произошло, когда наши предки встали на две ноги. Почему это случилось? Потому что климат менялся. Леса исчезали, и предкам человека пришлось выходить на открытое пространство. Вертикальная походка освободила руки, увеличила обзор, изменила образ жизни. Она стала отправной точкой для всего, что было дальше. Затем мозг начал расти с невероятной скоростью. Это был риск. Большой мозг, огромные энергозатраты. Но выгода оказалась больше. Человек стал лучше понимать мир, общаться, запоминать, учиться. Появился язык, настоящий прорыв, позволивший передавать знания из поколения в поколение. Ни один другой вид на Земле до этого не обладал таким преимуществом. Появились первые орудия. Затем охота в группах. Затем первые зачатки культуры. Огонь стал фундаментом всего. Он давал тепло, свет, защиту, но главное — позволял готовить пищу. А приготовленная пища дала мозгу еще больше энергии для развития. Так постепенно родился Homo sapiens — человек разумный. Вид, который смог не просто выживать, но и изменять мир вокруг. Вид, который научился задавать вопросы. Вид, который однажды посмотрел на звезды и пытался понять, откуда он пришел. И вот что удивительно. Среди сотен тысяч видов на Земле только один смог осознать собственное существование. Только один смог рассказать историю своего происхождения. Только один смог спросить, почему я здесь? Следующая глава о том, что ждет нас дальше. Ведь человек появился совсем недавно, и только теперь начинает понимать, что может изменить будущее планеты. Когда мы говорим «будущее Земли», мы часто представляем что-то близкое. Новые технологии, изменение климата, города будущего. Но реальная история планеты — это история на миллионы и миллиарды лет вперед. И она гораздо интереснее, чем любой фильм о будущем, потому что это неизбежная судьба всего живого. Ближайшие 100-200 лет. Планета, которую мы меняем сами. В ближайшем будущем Земля не разрушится и не превратится в пустыню, но она станет другой. Потепление, таяние льдов, повышение уровня океана — все это изменит карту мира. Города у воды попадут в зону риска. Климатические зоны сместятся. Некоторые регионы станут слишком жаркими, другие, наоборот, более влажными и пригодными для жизни. Но самое важное, будущее уже впервые зависит не от космоса, а от нас самих. Человек стал силой, способной менять планету так же мощно, как ледниковые эпохи. Материки никогда не стоят на месте. Африка движется к Европе, Австралия к Азии, Америка к Западу. Мы этого не замечаем, но Земля живет своей жизнью. Через десятки миллионов лет океаны сузятся или расширятся, а континенты снова столкнутся. Появится новый суперконтинент,
Хоть ученые называют его разными именами, суть одна. Земля станет совершенно другим миром. Будут новые горы, новые пустыни, новые океаны. Климат изменится так сильно, что современные экосистемы исчезнут полностью, уступив место другим. И все это – естественный цикл. Солнце не только светит, оно стареет. С каждым миллионом лет оно становится горячее и ярче. Очень медленно, но неизбежно. В какой-то момент жара станет такой, что даже при идеальной экологии Земля уже не сможет оставаться такой, как сегодня. Океаны начнут кипеть. Влажность исчезнет. Растения погибнут. Животные вслед за ними. И однажды Земля снова станет такой, какой была в начале. Горячей, пустой, безжизненной. Океанов почти не будет. Воздух станет плотнее и тяжелее. Лишь простейшие микробы, спрятавшиеся глубоко под поверхностью, смогут еще какое-то время выживать. Земля, когда-то полная жизни, превратится в выжженную пустыню. Когда Солнце исчерпает свое топливо, оно начнет раздуваться. Медленно, но неумолимо. Оно станет красным гигантом, огромным шаром, который поглотит Меркурий, затем Венеру. А Земля, если ей повезет, она будет разрушена приливными силами раньше. Если нет, ее поглотит само Солнце. Это будет конец нашей планеты, полный и окончательный. И вот здесь начинается самое главное, то, что делает человека уникальным. Земля исчезнет, но это не значит, что исчезнем мы, потому что впервые в истории планеты появился вид, который может понимать свою судьбу, предвидеть будущее, искать новые миры, переселяться дальше, перенести жизнь за пределы одной планеты. Если жизнь Земли ограничена несколькими миллиардами лет, то жизнь человечества, может быть, нет. Дальнейшая история принадлежит уже не планете, а нам. Земля дала нам начало, но продолжение – наша ответственность. И поэтому следующая глава самая человеческая из всех. Сможет ли человек пережить свою планету? Если подумать честно, мы очень молодой вид. Все наши города, цивилизации, технологии – это крошечная вспышка по сравнению с миллиардами лет истории Земли. Но именно в эту вспышку впервые появился кто-то, кто понял – планета не вечна. А значит, и наша судьба не может зависеть только от нее. Человек – единственное существо на Земле, способное заранее увидеть конец своего дома. Мы умеем смотреть на миллионы лет вперед, понимать физику звезд, видеть, что однажды океаны исчезнут, атмосфера изменится, а само Солнце поглотит нашу орбиту. И самый важный вопрос будущего звучит неожиданно просто. Успеем ли мы уйти раньше? Сегодня кажется, что космос – это что-то далекое и недоступное. Но также когда-то казалось и путешествие через океан, и полет в небо, и разделение атома. Человечество всегда проходило через невозможное. И сейчас мы находимся ровно в той точке, когда невозможное снова становится планом. Первые шаги уже сделаны. Мы научились жить на орбите, посадили аппараты на Марс, отправили зонды за пределы Солнечной системы. Мы начали строить ракеты, которые могут возвращаться на Землю. Строим телескопы, которые видят рождение галактик. Идеи, которые вчера казались фантастикой, сегодня превращаются в прототипы. Но сможет ли человек когда-нибудь жить на другой планете? Переселиться? Продолжить существование, когда Земля станет слишком жаркой или слишком холодной? Ответ зависит не от природы, а от нас. Чтобы выжить за пределами Земли, человечеству нужно будет сделать то, чего не делал никто в истории жизни. Создать искусственные экосистемы, научиться добывать энергию в космосе, построить убежище против радиации, выращивать пищу без почвы. И самое сложное – научиться жить далеко от того мира, который нас сформировал. Но если задуматься, мы уже делаем это. Каждый город – это искусственная среда. Каждая технология – попытка освободиться от ограничений. Космос – просто следующий шаг. И здесь появляется по-настоящему глубокая мысль. Выживание человечества не обязано быть привязано к судьбе Земли. Планета дала нам жизнь, но не запретила нам идти дальше.
Если мы сможем объединиться, если продолжим развивать науку и технологии, то однажды человек действительно сможет пережить свою планету. И тогда Земля станет первой страницей огромной книги, которую мы только начали писать. Но если мы не успеем, если мы разрушим свой мир раньше, чем освоим другой, если мы не сможем договориться между собой, тогда Земля станет и началом, и концом всей нашей истории. Выбор принадлежит нам, впервые за всю историю жизни. Так вот, о чем это я хотел сказать в начале. Когда мы смотрим на Землю изнутри нашей повседневной жизни, кажется, будто все вокруг надежно и навсегда. Горы стоят веками, море всегда на своем месте, солнце неизменно встает по утрам. Нам сложно представить, что все это временно, что вся красота нашего мира держится на тончайшей нити совпадений, которые могли не случиться. И вот главное открытие, к которому мы приходим после истории Земли. Мы живем в чуде, которое не обязано было произойти. Наша планета не вечна, наша цивилизация — короткая вспышка, а мы сами — мгновение между прошлым и будущим Вселенной. Но именно это делает каждую секунду бесконечно ценной. Когда понимаешь, что люди — это редчайший голос среди пустоты космоса, начинаешь иначе смотреть на простые вещи, на дыхание, на теплый свет в окне, на близких, на самого себя. Мы привыкли жаловаться, спешить, сталкиваться лбами, забывать о главном. Но если остановиться хотя бы на минуту и осознать, насколько невероятно то, что мы вообще здесь, внутри появляется тихое чувство признательности за то, что нам досталась именно эта эпоха, именно эта планета, именно эта жизнь. Мы не центр Вселенной, но мы единственные, кто умеет видеть ее красоту. Не бессмертные, но единственные, кто понимает смысл времени. Не идеальные, но единственные, кто может менять свою судьбу. И, возможно, главный смысл нашего существования в том, чтобы помнить все, что у нас есть, друг другу, и этот короткий промежуток света, подаренный нам между двумя вечностями тьмы. Пока мы здесь, мы можем любить, создавать, понимать, мечтать. Пока мы здесь, не поздно что-то исправить. Пока мы здесь, история продолжается. И, может быть, самое важное, что мы можем сделать, это прожить свою жизнь так, чтобы когда однажды кто-то посмотрит на ночное небо, он почувствовал: в этой огромной вселенной была планета, где умели ценить сам факт существования.